Дамы и господа, начинаем вебинар, посвященный эзотерике. Сегодня я отвечу на вопросы, которые вы задали в моей группе Дуйко Кайлас и РТЕ в Facebook. Также я отвечу на те вопросы, которые вы задаете прямо сейчас, находясь в моей вебинарной комнате. Дуйко.гуру, вебинары бесплатная эзотерика по пятницам. Всем здрасте. Хорошо. Ну что, давайте первый вопрос. Сегодня я разместил пост в своей группе, который звучит так. Оставьте свой вопрос для сегодняшнего вебинара по эзотерике под этим постом. Итак, первый вопрос. Кундус Акаева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, как эзотерически помочь сыну найти работу? Ему 20 лет, закончил 9 классов. Я могу посоветовать ему использовать мантру Харадара Пьютуруту. Харадара Пьютуруту, если произносить по 108 раз ежедневно, желательно в вечернее время с открытыми глазами, то обязательно работа найдется. Также можно использовать такой обряд, он смешной, но работает хорошо. Необходимо над головой развернуть руку, покрутить щепотку соли и после этого выбросить ее в окно. Очень помогает данный обряд, очень рекомендую использовать, очень все просто это делается. Продаж нерухомости задает вопрос. Зубная боль, как справиться, невралгия, нервная система, чтобы всегда была в норме, лечения и препаратами ТФ. Давайте я по препаратам ТФ отвечу вам во вторник. А каким образом справиться с зубной болью, используя народные рецепты? Первый способ — это использование оливкового или подсолнечного масла. Утром необходимо полоскать. Также компресс из меда с солью прикладывает к стороне, где есть зубная боль, именно в это место. Также ни в коем случае нельзя полоскать, вернее прикладывать соду, а вот полоскать содой напополам с солью очень рекомендую. Это убирает боль и в дальнейшем помогает избавиться от вот таких невралгий. Елена Москалева. Андрей Андреевич, здравствуйте. Как обезопасить себя в дороге этим летом в Москву? Свидеться с семьей, дочерью эзотерически, или стоит отложить до следующего года поездку и отпуск? Нет, не стоит. Вы можете ехать, Елена Москалева, в свою поездку к дочери в Москву. Каким образом сделать так, чтобы поездка прошла очень успешно и удачно, и не было никаких преград? Необходимо перед тем, как поездка начнется, необходимо представить, будто вы бросаете камушек, и этот камень, он выстеливает белую дорожку от того места, где вы сейчас находитесь, и в то место, куда вы должны прийти. И представить перед началом поездки, прямо сидя дома, как говорят, сядем на дорожку, представить, будто у вас между точкой входа в квартиру или в дом вашей дочери и местом, где вы собираетесь, из которого вы собираетесь выходить, есть абсолютно белая, ровная дорожка, которую можно представить такой вот ярким полотном, который выстилается прямо в вашем воображении. И после этого идти в дорогу или ехать в дорогу. Дорога будет полностью хорошей и все будет получаться. Галина Гера. Здравствуйте, спасибо, что вы есть в моей жизни. Спасибо. Как сделать алтарь? Можно ли поставить фото семьи? Деньги, лепестки цветов, свежие цветы? Спасибо. Алтарь — это место, где человек поклоняется. То есть в случае, если вы возьмете блюдце и положите на него цветы, которые будут обозначать чувства, воду, которая будет обозначать здоровье, молоко, которое может обозначать материальное благополучие, зерна пшеницы или желтые специи, это будет обозначать финансовый успех, будет обозначать фортуну. Лепестки цветов, это будет обозначать чувства всевозможные. Можно разложить по кругу в таком алтаре. Обязательно воскурить ароматическую палочку. И после этого поставить туда фотографии ваших детей, для того, чтобы, когда придет время, сложить руки и пожелать им что-нибудь хорошее. Сказать: я желаю, чтобы у моей дочери скоро появился там любимый мужчина, пусть в жизни моей дочери все двери открываются, пусть всегда в ее жизни будет все хорошо и так далее. Таким образом вы произнесете в сторону алтаря и в сторону фотографии вашей дочери пожелания для нее. Ольга Рудая. Андрей Андреевич, здравствуйте. Спасибо за великолепный обряд вчера вечером. Пожалуйста. Побывала в волшебстве. А как ваше самочувствие после работы с таким количеством людей? Такое же, как и до. Такого же количества людей. Все в порядке. Я привык работать с большими массами людей. Все хорошо.
Подскажите, пожалуйста, можно ли читать коды и делать практики для выигрыша в суде, если дело не мое лично, я адвокат, или не подействует? Подействует. Самый простой способ сделать так, чтобы в сторону вашего клиента произошел выигрыш, необходимо представить клиента и суд, представить их или обвести их, и взять их вот в такой яркий светящийся белый кокон. В середине этого яркого светящегося белого кокона необходимо поставить золотым четверку, перевернутую вверх тормашками. Тогда, скорее всего, этот человек будет выигрывать. Марьяна Балкарова, добрый вечер, я приобрела у вас четки, можжевеловые, но у меня треснула одна бусинка и упала, сами четки целые, нигде не роняла, очень аккуратно носила. Может ли пользоваться дальше этими четками? Четки разрушаются в тот момент, когда человек испытывает состояние нервности, агрессии, злости, беспокойства и так далее. Четки на себя перенимают такую энергию, и после этого или эти чувства, и после чего могут одна или две четки лопнуть и даже отпасть. Переживать по этому поводу не стоит, можно дальше пользоваться такими четками. Есть мантра, которая заряжает четки и образовывает из этих четок вновь круг. Это мантра Мара Мара Бемана Карамахазавахум, можно ее читать. Александра Сикорская. Добрый день, Андрей Андреевич. Спасибо за все, что вы подарили этому миру и моей семье. Спасибо. Ваши практики работают, коды, мантры тоже. Особая благодарность за организацию РТЕ. Как будто попала домой. Скажите, пожалуйста, я прошла 4-ю ступень и пока 5-ю не начинала проходить. Но вы выложили практику перемещения сознания в следующие 14 жизней. Можно ее делать сейчас без начала прохождения 5-й ступени? Да, я ее выложил совершенно бесплатно для всех людей, которые хотят изменить свою судьбу. Там я в статье написал такие слова, что человек может обеспечить себе, как бы очистить карму, ну условно я говорю, или не становиться должным, а сделать так, чтобы освободить свою жизнь от каких-нибудь происшествий и неприятностей, которые могут быть. Как выполняется данная практика? Необходимо представить, будто у вас в левой пятке и в правой пятке есть блестящие точечки. Соединяйте на вдохе эти точечки на уровне копчика. После чего делаете вдох мысленно и пускаете такую точечку, чтобы она вылетела у вас из головы. После чего представляете небо синее, после чего черное и после этого белое. В этом белом небе создаете свое пожелание. Ну а можно и ничего не делать. По идее, делается там вдох и после этого выдох, и человек начинает шевелить руками и ногами, как бы возвращаясь к себе. Таким образом, сделав 14 раз вот так, или сделав 14 раз подряд вот такую практику, можно избавиться или обрести хотя бы немного везения, обрести ровную судьбу и так далее. Ну, я ее не перечитывал, сейчас, возможно, где-то делаю ошибку. Иногда люди задают такой вопрос: Андрей Андреевич, вы противоречите себе на первых ступенях старых и после чего на более современных ступенях и так далее. Я вам хочу сказать, что вся наша жизнь, ваша и моя, является путем. А когда человек развивается, то у него могут происходить трансформации. Так мы трансформируемся, так те идеи, которые посещали нас в юности, они могут изменяться к среднему возрасту, так ненужные или не отработанные, или не сработавшие идеи, они могут отпадать, а более, наверное, эффективные и так далее, они могут оставаться и в дальнейшем создавать вот такие новые идеи и так далее. Именно поэтому все люди имеют право трансформироваться, и обычные трансформируются на протяжении жизни. Если сказать, сколько раз человек трансформируется, то за свои 50 лет он трансформируется каждые 8 лет, 3 месяца или 9,3 месяца. Таким образом, если поделить 50 на 8, то получается 5 циклов, когда мы полностью изменяем себя и становимся абсолютно другими. Я считаю, что правильные циклы, когда мы со своими трансформациями приобретаем и материальное благополучие, и внутреннее состояние доброты и добродетели, и, в общем-то, обретаем и здоровье, и хорошее самочувствие и так далее.
Ирина Вриор Принцесс. Андрей Андреевич, добрый день. Расскажите, пожалуйста, если ты делаешь практику, она тебе сначала тяжело дается, а на 4-5 раз ты ее уже делаешь легко. Это значит, что она с тобой начала работать или ничего не значит? Да, это говорит о том, что вы каким-то образом начинаете трансформироваться. И самое сложное происходит в первые дни. Все правильно. Лора Кравчук, здравствуйте, настоящий учитель у нас, спасибо. Ваши тезисы, самое дорогое, наша жизнь и самое главное в жизни семья, да, помогли переосмыслить буквально все, спасибо. Стала использовать метод БОМПО. После того, как моя мама поломала шейку бедра, очень порадовал результат после первого же раза, я дальше буду его использовать. Можно ли одновременно использовать методы для лечения и в тот же день слушать СНГ-47 и читать мантры для улучшения продаж в магазине? Конечно. Все, что вы получаете, вы этим всем можете пользоваться для своего личного использования, не зарабатывая на этом деньги, продавая сами методы. Метод БОМПО, я о нем рассказывал, это выкуп у заболевания, проблемы. Очень хорошо, что у вас это получается. Я думал, он очень сложен для европейского человека. Здравия вам и радости, Андрей Андреевич, спрашивает Ирина Биллингтон. Вы человек, который заботится о людях. Не у всех открытое сновидение. Подскажите своим ученикам, к чему нужно готовиться в будущем? Что ожидать? Голод, войны? Нет, конечно. Ни голода, ни войн, ничего такого не будет. Я вам 100% говорю, что в итоге будет только лучше. Особенно для тех людей, кто проходит ступени, кто вместе со мной работает сейчас в ИРТЕ. Этот год будет значимый для нас. Обязательно участвуйте в следующую среду в заседаниях ИРТЕ, в закрытых заседаниях ИРТЕ. Будет такое. Приходите обязательно. Ирина Добшикова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Если я приобрела несколько ступеней сразу, с каким интервалом времени их надо практиковать? Спасибо вам за ответы, ваше волшебство вчерашнего вебинара, после которого рука перестала болеть, хотя для этого острая невыносимая боль была. Выздоравливайте, Ирина Добшикова. С каким интервалом необходимо проходить ступени? Можно пройти все подряд. Можно пройти все подряд, вы обязательно что-то почерпнете. Вообще, что такое получение эзотерической информации? Вообще, что такое получение информации? Люди подобны пчелам. Как пчелы летают и собирают нектар, так и человек летает и собирает свой нектар своего сознания. Он живет, собирает нектар своих чувств, нектар своего сознания для того, чтобы сформировать свои идеи и свой персональный мед. Если то, что вы собираете, оно вам полезно и необходимо, и как бы соответствует вашим вибрациям, вашим идеям, то ваша жизнь изменяется в лучшую сторону. Такая информация может привести к тому, что вы будете и здоровыми, и любимыми, и счастливыми, и радостными, и внутренне раскованными, и, в общем-то, большое количество от такой информации плюсов вы получите. В случае, если информация, которую вы собираете, она не очень подходит, то прежде всего реагирует тело, реагирует наша душа, появляются и нервные состояния, и появляются депрессивные состояния и так далее. Именно поэтому я обычно говорю, что необходимо обращать внимание на свои состояния, которые есть у вас, в вашей душе, в вашей голове. Винета Витина, добрый день, Дуйко. В ступенях можно найти почти все ответы на вопросы. Супер. Но как заставить себя принимать и себе помочь, а не ждать помощи от вас, не знаю. Я вас понимаю. Я всегда это чувствовала в себе, даже в школе. Как-то проскочу, не надо делать. Вот так взять ответственность за себя и поступки, не знаю, как два человека в мне. Один хочет делать, другой не хочет. Это можно убрать как-то или это просто лень? Наша жизнь, как пел в свое время электроник, она похожа на крылатые качели, которые, как известно, летят. Вот летят они, потому что жизнь проходит. И там говорится о том, что человек, у которого есть надежда, у которого есть вера, способен изменить. Обычно, когда человек говорит, я жду, что Дуйко поможет, то вы немножечко неправильно говорите. Почему? Дело в том, что есть сила, которая работает лучше, чем Дуйко. И если обращаться к Дуйко, чтобы он помог, то тогда вы упускаете силу, которая более мощная. Это сила нашего общения с Богом. Эта сила звучит как надежда, сила,
она проявляется, когда человек говорит, скоро у меня будет, а когда ему задают вопрос, да как же у тебя это будет, он говорит, да мне все равно, у меня есть мой друг, это Бог, он мне поможет, и все будет хорошо. Таким образом, вот вера и надежда и помогает человеку больше, чем кто-либо. А я маленький человек. Анна Минкина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как женщине максимально легко пройти период беременности и защитить себя и ребеночка от внешнего мира, зависти и негатива? Заранее спасибо. В тот момент, когда мы не обращаем внимания, зависть и негатив на нас не влияет. Именно поэтому я очень часто говорю, что поменьше заморачивайтесь, меньше обращайте на это внимание. Если даже что-то находите и вам кажется, что на вас повлияли, говорите, ерунда. И это будет вас отпускать. Воздействовать на человека, которому безразлично это воздействие, очень часто становится практически невозможным. Но только если не переходить дорогу каким-то очень ярким эзотерикам или очень известным людям. Ирина Биллингтон. Очень хотелось бы узнать, от кого именно вы получили парампару, ух ты ж какое слово, на проведение таких обрядов, как раскрещивание. Мне разрешили. Высшие силы. Когда задает человек вопрос, то он такой компрометирующий. То есть, если я буду говорить, кто конкретно мне разрешил и какие высшие силы, то меня можно за это дискредитировать и после этого обвинить меня там в чем угодно. Именно поэтому вообще я хочу вам сказать, что люди в своей цивилизации, они постоянно искали Бога. Как сказано в индийских книгах знаменитых, там, Упанишадах и Бхагавад-гите, особенно в Бхагавад-гите, я сейчас попробую вспомнить эти слова, там сказано, что религий много, но путь у всех один, и этот путь к Богу. Ну где-то так, я могу немножечко изменить это все. Именно поэтому я хочу вам сказать, что если я буду говорить, кто мне дал, то меня можно обвинить в таких религиозных каких-то домогательствах, истязаниях и неприятных моментах. Именно поэтому я оставляю за собой все-таки тайну, кто мне дал промопару. Наталья Голубева. Андрей Андреевич, если вы скажете, кто Николаю Теслову дал идею, как сделать катушку, допустим, кто, там кого-нибудь я сейчас вспомню, кто Сахарову дал идею создания водородной бомбы, то у вас, наверное, появится какая-нибудь идея. Кто дал Менделееву таблицу Менделеева, то у вас сразу же появится такая идея. Кто им дал? Им же кто-то дал? Кто? Наталья Голубева. Андрей Андреевич, здрасте. Подскажите, сколько нужно отрабатывать ступень? Я сейчас на 3-й обновленной занимаюсь каждый день. Как понять, что уже можно переходить на следующую? После каждой ступени у человека должны быть изменения. Какие изменения? Первая ступень обычно проходит так. Человек прошел и говорит, у меня ничего не изменилось, у меня все плохо. Вторую ступень он проходит и обычно говорит так. Ой, у меня лучше, чем было до этого, но нехорошо. Третью ступень, когда заканчивает, у него появляется сомнение, он говорит, зачем я вообще это все прохожу, зачем мне это все нужно. На 4-й ступени происходит переломный момент. Такое ощущение появляется, как будто везде со всех сторон появляется помощь. Человеку хотят помочь, у него улучшается материальное благополучие, улучшается общее психическое состояние. Потом появляется 5-я ступень, и у человека появляются возможности, и он потом с улыбкой вспоминает свои 1-й, 2-й, 3-й, 4-й ступени. Ну и так далее. Это все и называется духовный рост. По моему мнению, человеку необходимо как бы в самом лучшем варианте это делать ну, не менее 1-2 месяцев между прохождениями ступеней. Есть такие ступени, допустим, обновленные, которые, если смотреть старые ступени, которые выложены в интернете, 1-ю и 2-ю, и там остальные ступени, то они смотрятся как сериал. То есть в этих ступенях, как сериал, там я рассказываю истории, очень много историй из жизни и так далее. То ступени, которые я создаю как обновленные ступени, это отдельное кино. То есть смотря каждую ступень, человек смотрит как отдельный фильм, который не соответствует и не совпадает со всей предыдущей информацией. В этом и интерес прохождения все же обновленных ступеней школы Кайлас. Обновленные ступени школы Кайлас, они работают более
ярко выражена и их эффективность выше. Лилит Степанян. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ученица первой и второй бесплатных ступеней. Скоро приобрету первую обновленную. Пусть у вас все получается. Скажите, пожалуйста, можно ли слушать платный семинар, приобретенный подругой, которая тоже является вашей ученицей и заплатила за него? Я не платила. Если вы вместе смотрите перед ноутбуком, смотрите. Но по идее вы должны понять. Дело в том, что в эзотерике есть такое понятие, как, конечно, извините, что я это буду говорить, я сразу хочу предупредить, я никого не обвиняю и никого не хочу порицать. Мне не хотелось бы, чтобы вы восприняли это как информацию, которая связана с моей персональной жадностью и так далее. Но хотел бы вам сказать, что в эзотерике есть такое понятие, как передача. Вы знаете, что каждый человек берет от жизни то, за что он платит. Вот смотрите, у вас есть деньги, допустим, и вы можете приобрести Мерседес, есть деньги, вы можете приобрести Жигули. Скажите, чем отличаются эти автомобили? Давайте я вам скажу. Они отличаются, ну, совершенно всем. То есть мощность Мерседеса лучше и так далее. В тот момент, когда вы просто просмотрели у своей подруги, то скажите мне, что вы за это заплатили? Я могу вам сказать, ничего не заплатили, вы просто пришли. Таким образом, когда вы просто пришли, то вот это энергетическое влияние, которое происходит через просматривание вебинаров, ступеней и так далее, его просто не происходит. Просто вы, скорее всего, что-то да недополучите. Мне очень приятно наблюдать за тем, как в складчиках, в всевозможных этих клубах мои ученики, которые потом примкнули к школе, перестали все-таки заниматься этими складчиками. То есть они перестали скачивать, перестали это все делать, а начали после этого приходить напрямую в школу и получать информацию, как это положено. Каждый человек получает именно столько, сколько он на это потратил времени. Скажите, сколько человек тратит времени для того, чтобы заработать деньги? Он много тратит времени, ходит на работу, после этого получает. Таким образом, между такими людьми, которые думают, что они рассчитываются деньгами или получают деньги, на самом деле не происходит обмен денег, а происходит обмен жизненным временем, которое является самым дорогим и самым важным состоянием или благосостоянием, которое имеет человек. Так, Юлия Тр. Андрей Андреевич, подскажите, нужно ли после вчерашнего обряда продолжать практиковать Сангая 52? Вы рекомендовали 14-30 дней. Да, я рекомендовал и считаю, что необходимо это делать. Татьяна Щеглова. Андрей Андреевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к эвтаназии животного? Если домашнее животное уже старое, больное и мучается, отразится ли эвтаназия на карме хозяина? В случае, если животное надоело его убить, отразится. В случае, если животное страдает от неизлечимого заболевания, я считаю, что мучить и издеваться над животным вот таким образом нельзя. В природе животное, которое болеет, оно умирает, потому что племенники или соплеменники, они начинают этому животному помогать, я извиняюсь за эти слова, погибнуть. Таким образом, голуби заклевывают неизлечимого голубя, куры заклевывают неизлечимого цыпленка. У животных есть некое такое качество внутреннее, они начинают ощущать, когда же смерть ближе всего приблизилась к данному животному, и могут это животное убить. И таким образом проявляется божественная милость. Мы же как люди, мы более милосердные по отношению к тем питомцам, друзьям, которые с нами проживают. В природе бы у них такого шанса не было. Но хорошо ли это? Ну нет, потому что очень часто животное невероятно и очень сильно страдает, и в природе бы оно уже закончило свое существования. Считаю, что это неплохо, если животное мучится. Галя Пахно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Все хорошо. Я в зоне комфорта, которая не пускает меня дальше. Нужен мне волшебный пендель. Спасибо за все, что вы делаете. Спасибо за все, что вы делаете. Я обычно говорю, даже вот так. Почему взрослые люди, допустим, перестают работали, очень все хорошо получалось, и после этого вдруг получается так, что не хочется ничем заниматься. И сразу же ответ, он возникает сам по себе. Для кого или для чего вы раньше работали? Когда человек работает для кого-то или для чего-то, то у него появляется
желание это делать. Допустим, у меня была знакомая, она говорит, раньше у меня получалось много зарабатывать, а сейчас получается плохо зарабатывать. Андрей Андреевич, почему? Я говорю, ну раньше, когда вы зарабатывали, для чего вы это делаете? Она говорит, ну у меня дочка была маленькая, а потом она в Америку уехала, а теперь я сама осталась. Ну так все понятно. Если вам раньше необходимо было для дочери, и вы это делали, то вам давали на вас и на дочку, а теперь вам не хочется. Почему? Потому что вам самой меньше нужно, чем ранее нужно было для дочери. Обычно люди, мы люди Советского Союза, обычно даже неплохо к себе относимся, а мы сами для себя безразличные. То есть для нас очень важна, опять-таки хочу сказать, для людей, которые родились до 2000 года, очень важна мотивация или по-другому идеология. То есть когда человек живет ради семьи, ради детей, это помогает ему и в бизнесе и так далее. А когда не ради чего, а просто так, чтобы выживать, но скажите, разве много человеку необходимо для того, чтобы выживать? Ну, наверное, нет. Таким образом, ответ нужно сделать, или вывод. Таким образом, вывод звучит так. Галина Пахно. Нарисуйте или придумайте себе новые идеалы. Начните для кого-нибудь жить. Как это сделать? Если вам некому отдать деньги, отдайте их в какой-нибудь сиротский приют. Сделайте так, чтобы у вас не было сбережений. Тогда это заставит вас вновь бороться, выживать. И заставит, это и будет волшебным пенделем. Но только вы этого, скорее всего, не сделаете. Ладно, Надежда Самарская. Андрей Андреевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли кушать печень, если я давала обет не кушать мясо? А сейчас в положении, поэтому интересно заранее. Спасибо за ваш ответ. Дело в том, что когда человек дает обет что-то делать, то он дает сам. А ребенок этот обет не дает. Именно поэтому, когда в вас появился ребенок, то вы имеете право, не нарушая обет, кушать то, что хочет ребенок. Поэтому для беременных обычно любые обеты отменяются, потому что ребенок-то такого обета не давал, поэтому вы можете смело такой обет соблюдать. Вот так. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мы с мужем прошли бесплатные ступени, а год читаю коды, мантры. 2 месяца назад открыли бизнес на дому, печем булочки. Но как-то все медленно. Хотим на обновленные ступени накопить. Булочки то разбирают по магазинам, то плохо. Скажите, мы на правильном пути? Да. И что нам приобрести? Я сейчас остановлюсь на этом и скажу. Уважаемые господа, не верьте тому, что очень быстро можно вскочить на лошадь и ехать. Я когда-то, когда был маленьким, приехал в цирк. Мне привезли родители. Я очень люблю, до сих пор люблю цирк. Мне нравится, как выступают животные. Ну и, в общем-то, клоунов я до сих пор люблю. Иногда смотрю цирк Дю Солей. И, конечно же, когда я смотрел однажды, как люди ездят на лошадях, меня это настолько поразило. А я жил в деревне, и у меня были знакомые, у которых были свои лошади. И мне очень хотелось ездить так же, как ездили на этих лошадях. Однажды я пришел, еле вскарабкался и после этого еле проехал. И мне было обидно после этого. Почему? Потому что я ожидал, что я вскочу на лошадь и понесусь. Дело в том, что наша жизнь, она работает по принципу детей, которые только родились. Когда ребенок родился, он медленно начинает идти, он медленно начинает познавать мир, и это медленно происходит. Конечно же, ребенок, который лежит ручками и ножками вверх, цепляясь за маму или папу, ему хочется вскочить и бежать. Вы можете даже не сомневаться в этом. Но дело в том, что такой ребенок, ему необходимо будет пройти все эти испытания. Он начнет ходить, начнет падать, начнет спотыкаться, у него будут не получаться первые шаги, первые слова и так далее. Так жизнь устроена. Поэтому, когда человек начинает заниматься бизнесом, бизнес это как начать ходить. Новый бизнес это, он не может и не должен быть прямо сразу мгновенно успешным. Он по чуть-чуть развивается, по чуть-чуть. Сцепите зубы, вы на правильном пути, смело дальше начинаете делать. Что определенное делает, чтобы дела в гору пошли? У нас 3 деток, муж еще и на государственной работе, токарем трудится. Конечно, наша помощь не бесплатна, сколько скажите, мы согласны оплатить. Я не собираюсь вам бесплатно помогать. Сейчас будет прямо завтра вебинар, который будет называться Сангая, не помню номер. Это Сангая будет посвящено обретению материального благополучия. Приходите на Сангая, проходите, я вам дам 30 методов. Вот сегодня перед семинаром писал вот на листочке. 30 методов привлечения в жизнь эзотерические материального благополучия. Бесплатно? Не бесплатно. Юлия Шаламова. Андрей Андреевич, рада быть вашей ученицей. Низкий поклон за все, что вы делаете, за все знания, которые даете. Подскажите, как действуют быстро коды или заклинания, если шумы есть
если практикуешь, что из практик дает быстрый результат? Я не понял вашего вопроса. Все дает быстрый результат. В этом и особенность нашей эзотерики. Дело в том, что быстрый результат может ускориться, если вы будете использовать философскую доктрину школы и выполнять практики. И чуть-чуть хуже будет получаться, если вы будете без философской доктрины использовать эзотерические методы. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спрашивает Лариса Чередниченко. Скажите, как эзотерически увеличить скорость или моторику рук? Не знаю, как правильно выразиться. Дышите по улару, по патрулу. Я когда-то давал дыхание по патрулу, дал кару. Когда человек становится и активно дышит, руки начнут работать. На новой работе нужно быстро делать проводку, у меня пока не получается, и мастер требует норму. Может, это не мое. В детстве я мечтала стать парикмахером. Правильно мечтали. Можно начать сейчас учиться, мне 47, не поздно. Никогда не поздно, хоть в 60 лет. Обязательно начинайте учиться, обучайтесь. Смело это делайте, все в порядке. Лариса Чередниченко, спасибо огромное, Андрей Андреевич, вы луч света в моей жизни, здоровья процветания. Спасибо. Какую продукцию заказать ТФ для почек, Анна Мария? Ривилака, Эмбрио Плюс, Цистонорм, Терпентин, Уролис, Манкулит. Юлия Шаламова, как правильно читать коды для мужа по решению проблем, а также для детей, как правильно нужно говорить перед прочтением кодов для своих родных. Ничего не нужно говорить. Читаете код, представляя, будто он написан не горизонтально, а вертикально на человеке. Этого достаточно. Добрый день, Андрей. Людмила Павлова, Андреевич. Вы даете на 4-й ступени, да, обряд с дипой. Угу. Можно ли использовать с 5 лепестками? Да. Или только надо с 10 лепестками? Можно с 5. Можно просто в чашечке камфору возжигать. И в каких обрядах используют с 5 лепестками? В случае, если у человека есть... Вот она дипа. Раз, два, три, четыре, пять. В случае, если у человека есть проблемы, связанные с материальным благополучием, то возжигаются 5 лепестков дипы. В случае, если есть с отношениями, то и в середину выкладывается камфора, и после этого, после чего человек возжигает и читает мантру, допустим, если для денег, какую-нибудь я сейчас вспомню, Ом Дзамбал Дзантай Соха, или можно там Видям Дыхи Махешвари, Самастамат Хилам Дыхи Дыхими Пармешвари, и после этого вот этим огнем умывает себя. Делает это не меньше умноженное на 5, то есть 9 на 5 45. Или, допустим, если в середину, то для отношений там Намуратна Трая Яволоки, Чвараба Цатоева Цатоева Махкарника, это какую-нибудь мантру и вот так вот себя начинает умывать огнем. Юлия Шаламова, что-то много вы задаете вопрос. У ребенка выпал молочный зуб. Как зарядить зуб как талисман для ребенка? Никак. Зубик такой берется, прячется, и когда ребенок вырастает, делается талисманчик золотой, и человек носит. Такому человеку всегда будет вести больше, чем обычным людям. Также в случае, если вы связаны по крови с этим ребенком, то вам этот зубик будет тоже приносить удачу. Поэтому, если вы поедете в Лас-Вегас или в Лос-Анджелес, где вы будете играть на игровых автоматах, обязательно возьмите с собой талисман в виде зуба. Валентина Бондар. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спасибо большое вам, учитель, за школу Кайлас. Спасибо. Я горжусь, что являюсь ученицей прекрасной школы. Спасибо. Счастья, радости, процветания вам и вашей большой прекрасной семье. Спасибо. Антонина Орел. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Вчера проходил обряд, но был катастрофически плохой интернет. Скажите, его вообще не было в общей сложности? Если человек платит деньги, то даже в случае, если он не присутствует, я все равно с ним работаю. Поэтому были вы или не были, все это с вами прошло. Сегодня можете пройти этот обряд еще раз. Он у нас скачивается, поэтому можете смело его проходить. Все хорошо. Елена Иванова. У меня вопрос по метасонику. Мы носим их на себе 2 недели, а потом снимаем для получения более яркого результата. В дальнейшем как ими пользоваться? Не снимайте их, одевайте, и пусть они на вас живут. Они медленно привыкнут, после этого будут работать. Вы поносите их несколько месяцев, потом у вас появится ощущение, я обещаю, когда вы скажете себе, все, я хочу его снять, и не сможете. Будет такое ощущение, как будто вот не хотите его снимать, и все. Потому что его действие начинаешь ощущать. Можно ли носить постоянно? Да, я ношу постоянно, могу показать. Вот. Метасоник на мне, видите, я его постоянно на себе ношу. Можно ли свои золотые талисманы отдать детям? Конечно.
Это ваши, вы что угодно с этим делаете. Спасибо за ТФ, спрашивает Джулия Щербак. Лангин, вариковазин очень помогают. А вас хочу спросить, как эзотерически открыть свой творческий потенциал, стать творческим человеком. Хотите открыть свой творческий потенциал, начните танцевать и петь. Говорю это серьезно. Начните обязательно танцевать и петь. Также начните слушать очень красивую музыку, только не современную, не Баскова и Филиппа Киркорова, а какую-нибудь красивую Вивальди, классическую, такую, где есть, может быть, какие-то ноты печали, там, что я слушаю. Я все подряд слушаю. Мне нравится любая классическая музыка, Шуберт, Глинка. Нравится Хачатурян, Метель особенно, нравится Шопена, я очень люблю в исполнении Эдуарда Гильельса, ну и Сергей, мне нравится Сергей Рахманинов. Говорить о том, что мне нравится скрипка, нравится пианино, вот я иногда слушаю, это все включает у человека творчество, потому что то, что заставляет человека радоваться в середине груди, это все, или печалиться, это все заставляет человека потом более творчески относиться к жизни. Человек должен развивать у себя вот такое творческое начало, но вначале оно появляется в виде чувственного компонента. Ну, скорее всего, и страдающего, и не страдающего, и радостного. Думающего чувствами. Маргарита Гядек. Здравствуйте, дорогой учитель. Моя дочь сделала на руке тату, песочные часы. И на них сверху сидит сова с открытыми крыльями. Очень хотелось бы знать от вас значение всего этого. Я не очень этому рада. Спасибо вам за помощь вашу и радость. Это защитная татуировка. Она обозначает ожидание. Или она обозначает еще весточку. Какого-то такого. Сова очень хороший символ. Сова и приносит материальное благополучие, и сова создает желание силы. Скорее всего, это, возможно, какое-нибудь теософское или какое-то общество, у которых есть вот такой символ. Дальше. Светлана Никоненко. Добрый день, уважаемый учитель Андрей Андреевич. Желаю вам и вашей семье процветания, счастья, любви и комфорта. Спасибо. Ваша ученица, подскажите, какое направление выбрать, чтобы реализовать себя успешно? Выберите направление, в котором будут нитки и запонки и пуговицы. Ирина Козинчук. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Если родные люди тебе вспоминают постоянно прошлые ошибки, которые даже не помнишь, над чем нужно работать и с чем это связано? Для того, если люди вам напоминают прошлые ошибки, то вы, скорее всего, нуждаетесь в том, чтобы сделать из этих ошибок вывод. Потому что, когда вам говорят, допустим, а помнишь, ты это сделала, но вы это помните и уже простили. И вот это слово «вы уже простили», то, что вы помните, плохо. Почему? Если бы вы не прощали, то было бы хорошо. То есть, смотрите, у вас, допустим, вы подверглись обману человека, который вас втянул в страховую компанию, вы отдали деньги. После этого ни денег, ни страховки, ну ладно, не страховую, а допустим там в MLM какую-нибудь сеть. После чего ни денег, ни страховки, там ничего, или кому-либо заняли деньги. И близкие начинают вспоминать, начинают говорить, вот, по твоей доброте душевной у нас теперь не хватает этих денег, мама ты или там Ира, вот зачем ты это сделала и так далее. И что же нужно сделать вам, чтобы они не вспоминали? Необходимо, в христианстве говорят, надо покаяться. Нет, не надо каяться. Необходимо, если школа жизни, то школа жизни, она не приводит к прощению. Если простить, то это не школа. А сделать вывод — это школа. И какой вывод? Та женщина, которая меня втянула, она какашка, негодяйка, сволочь, я с ней больше общаться никогда не буду. Вот если вы вот так решите или вот так скажете, то после этого дети вам вспоминать не будут никогда. В вашем понимании, Алексей Известный, в вашем понимании существует ли высшее Я? Если да, то как оно осознанно с ним общаться? Я хочу вам сказать, что огромное количество философских доктрин, особенно какие-нибудь, вот вы говорите о философской доктрине Карла Юнга, который говорил о том, что человек рождается, и у человека должно формироваться истинное Я или высшее Я, которое в дальнейшем является для него элементом самообразования. Я считаю такую доктрину персонально
Я не говорю, что Карл Юнг во всем был неправ. Очень интересная философия, мне нравится. Мне нравится и Ницше, и Шопенгауэр, и Фрейд. Я разбираюсь и в философских доктринах. Мне нравится и экзистенциализм, и нравятся различные идеи и индийской философии, и европейской, и там какой-либо еще. Мне нравится изучать философию, я люблю это. Поэтому вы говорите о высшем я. В свое время еще о высшем я, как бы трансцендентном я, говорил еще Шри Ауробиндо. Я могу сказать, что высшее я, скорее всего, у человека уже существует с момента рождения. Нужно ли с ним общаться? Наше проявление жизни, то, что вокруг нас происходит, есть общение с нашим персональным я. Вот как это происходит? Допустим, у человека, ну вот мы уже рассмотрели один вопрос. То есть человеку близкие говорят там плохо, плохо, почему плохо? Или вот, допустим, жена обижается. Жена обижается, потому что человек делает что-то не так. Вот смотрите, мужчина такой, он мне говорит, на меня все время жена обижается. Я ему говорю, Виталий, скажите, только честно, вы посещаете порносайты? Он говорит, ну иногда бывает, это же так смешно. Я говорю, а вы обратите внимание, что в тот момент, когда вы их посещаете, ваша жена на вас обижается. Он говорит, нет, ну не может быть. А потом проходит время и говорит мне, да, действительно, вы представляете, я даже раньше не обращал на это никакого внимания. Наша семья является лакмусовой бумагой того, что мы делаем вообще на протяжении жизни. Увидеть то, что происходит, несложно. Если у вас на протяжении дня, в общем-то, день связан с тем, чтобы развивать свою духовность, свою добродетель, доброту, там, вы делаете что-то для семьи и так далее, то тогда жизнь налаживается, она становится прекрасной. Я обычно говорю такие слова. Вот есть сегодня как раз пятница, шаббат шалом. Обычно у евреев есть такая пословица. Вот сегодня я ее говорил одному своему знакомому. Он говорит, Андрей Андреевич, я все знаю, у меня столько образований там, и так далее. Почему у меня ничего не получается? Я ему сказал еврейской пословицей. Она звучит так. Если ты все знаешь и такой умный, почему тогда такой бедный? Потому что, видимо, та информация, которую ты знаешь, она не приводит к богатству, правильно? Значит, что не хватает? Значит, не хватает какой-то информации еще, дополнительной информации. Сегодня общался в интернете с женщиной одной, она мне пишет, Андрей Андреевич, я не знаю, что делать со своей семьей, что выбрать в семье, терпеть или разрушить, что мне выбирать вообще? Я обычно на эти слова говорю вот как. Я обычно говорю, если у вас присутствует насилие, это насилие к вам или насилие к вашим детям, это насилие физическое, чувственное, какое-либо еще с позиции вашего мужчины, то тогда лучше выбрать расставание. Если у вас насилия нет, это человек, который живет с вами, он верный, он добрый, он хороший, он приносит все деньги, он улыбается и гладит вас и так далее, то лучше выбрать, оставить это все. Хорошо относится к вашим детям. И здесь есть такой элемент, который называется любовь. А вы знаете, что даже если друг другу не нравится, то найти возможность воспитать в себе любовь возможно. Это может развиться через элемент уважения к мужчине или к женщине, элемент сострадания к мужчине или женщине, через элемент милосердия, доброты и так далее. Вы знаете, любить это не просто любить. Любить это значит не юзать, не использовать, не подкалывать, не вспоминать. Любовь сложная вещь. Я говорю о семейной любви. Любовь это желание заботиться и не тыкать в то, что ты делаешь и так далее. А вот в случае, если насилие присутствует все-таки, то тогда необходимо обязательно такую семью разрушить самостоятельно, хотите вы этого или нет. Елена Мелин. Уважаемый Андрей Андреевич, прорабатываю 9-й день 5-й ступени практически каждый день. Не понимаю, почему не уходит тяжесть, лень, сонливость. Что это? Мне необходимо делать. Лень, сонливость и тяжесть называется инсулинорезистентность.
Поэтому, когда человек живет по принципу инсулинорезистентности, ему необходимо ограничить употребление углеводов, а также перейти на кето-диету. И после этого будут и силы, и меньше спать, и сразу же хорошее настроение. С практиками эзотерическими это не связано. Я работаю как эзотерик с эзотерическими практиками. Мне не плохо, не хорошо от этого. Обращайте внимание не только на практики, а на то, что вы едите, на свою физическую активность, ну и так далее. Здравствуйте, уважаемый учитель, спрашивает Марина Скляр. Всегда было интересно, как объясняется чувство дежавю. Если чувство дежавю у вас появляется, это говорит о том, что есть опасность. И это говорит о том, что вы делаете что-то неправильно. Не нужно обращать на дежавю, как будто что-то хорошее. Дежавю показывает опасное что-то, что должно произойти. Поэтому это говорит о том, что вы должны сосредоточиться, не совершать намерения, которые вы решили сделать. Допустим, у меня когда-то было дежавю. Человек очень хотел занять у меня 15 тысяч долларов, и после этого убеждал меня по телефону, это была женщина. После этого убеждала меня по телефону очень долго. Я согласился, и после чего она приехала. И вот когда она заходила ко мне, где он находился, у меня в офис, у меня было такое ощущение дежавю, как будто это уже происходило. И я ей отказал. Но не отказал мой бизнес-партнер Борис, который занял ей все-таки деньги, и она ему эти деньги не отдала. При этом так красиво пела, вы даже не представляете. Ничего забрать не смог. Надежда Витина. Добрый день, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, стоит ли маленьким детям прокладывать ушки? Только после возраста 3 лет. Я считаю, что до 3 лет все-таки прокалывать уши не стоит. Потому что дети могут быть или развить у себя состояние недоверия. А недоверие может привести в дальнейшем к агрессии или агрессивному поведению. Здравствуйте, Андрей Андреевич, я ваша ученица. Прошу вас рассказать о методе Пике. Спасибо большое за ответ. Метод Пике — это когда человек представляет себя победителем, представляет себя на коне, представляет себя в красивых одеждах и представляет, будто в правой руке он держит саблю, меч или пику. Таким образом, метод Пике проводится с 4 мантрами. Первая мантра — это Ом Ямарат Садомея Мидуру Ниядая. Я даю Нирайке Нирамая. И после этого вторая мантра — это мантра перерождения человека. Мантра Чигимохи Гимохи Тихити Храпаца Паца Ватхая Мураца Чигимохи Гимошимана Свахом Пурапува. Джвал Джвалимана Нидавица Саскара Карнидж Таль Джвальзвесух. И третья мантра, которую читает, это мантра перерождения в Амитаюса или в Амитабху. И человек читает Митабхаве, Митасамбхаве, Митабитрентега, Гамини Гагана Китикаре, Сарвакалишак Шаям Карисоха. И после чего последняя мантра, которую он читает, это мантра конкретно уже Пике. Когда вы слушаете коренную мантру Пике, то это подразумевает, что вы проходили ступени и имеете посвящение. Именно поэтому, когда человек слушает мою мантру в моей записи, там, которая называется острие Пике, то острие Пике работает только с теми, кто имеет посвящение в первую ступень. Что такое, по вашему мнению, воронка? Имеет ли она какое-то отношение со знаком спирали? Мерси. Вообще не понимаю, что вы меня спрашиваете. О какой воронке? Это воронка. А похожа ли она на спираль? Наверное, в динамике похожа. Чем отличается воронка? Я не физик, но могу предположить, что воронка от спирали отличается движением или динамикой движения. То есть, если динамика движения какого-нибудь вещества формирует воронку, то, скорее всего, как бы вторая часть этой воронки, она будет создавать, скорее всего, спираль какую-нибудь. Инна, что у вас в голове? Инна Полищук. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, при медитации на куб из 5 ступени, есть ли ограничения, как его располагать? Он должен стоять на одной из граней или можно на подставку? Можно так, чтобы гранью на человека смотрели. Также куб, в середине его не должны находиться ничего. То есть он должен быть абсолютно прозрачным по возможности. Можно любого цвета. Сергей Пустовой. Добрый день, Андрей Андреевич. Возможно ли нанести изображение символов школы на одежду, например, летние футболки? Можно ли это сделать? Свяжитесь со мной в Facebook, и я вам скажу.
Как сделать? И, возможно, мы даже совместно поработаем. Лариса. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я ученица первой ступени. Подскажите, как эзотерически сделать, чтобы на работе не придирался начальник? А вы что, не знаете? Если начальник придирается, нужно мысленно, многократно с ним обниматься. Тогда он перестанет вам цепляться. Я очень ответственно отношусь к своей работе, все исполняю, но начальник как специально что-то ищет, чтобы накричать. Нравитесь ему, наверное. Даже сотрудники на это обращают внимание, удивлены таким его поведением. А это, наверное, у вас война кланов. Все в порядке, такое часто бывает. Если человек счастлив и рядом находится абсолютно несчастливый человек, то ему как бы внутренне завистно, и он после этого начинает кидаться на такого человека, проявлять к нему претензии. Также очень часто у людей проявляются извращенные элементы, допустим, красивая женщина, и к ней проявляет больше требований. Таким образом, мужчина может выражать, ему уже, он понимает, что он не будет с ней жить, там не будет отношений у него с ней, но вот проявить свою мужскую харизму ему хочется. Здравствуйте, Андрей Андреевич. И все. Азм Есим спрашивает. Подскажите, если возможно, когда-то вы отвечали, что в четверг и субботу нельзя ничего стричь. Потом ближе к 2020-м в какую-то пятницу вы говорили, что в четверг можно стричься. Значит, это эзотерические каноны и нюансы меняются со временем. Вам необходимо перейти в то, что я называю тибетским календарем. И вы можете его изучить и использовать такой тибетский календарь, как я пользуюсь. В действительности вы правы. В тибетском календаре есть даты, когда можно стричь волосы и ногти, а когда не нужно стричь. Также есть все вот эти расчеты, когда можно рассчитать, нужно замуж выходить, будет ли счастливый брак и так далее. Познакомьтесь с тибетским календарем, он есть онлайн в интернете, и вам будет очень интересно. Олег Агапов. Добрый день, начал слушать шумы, мантры, все тело осыпало сыпью. Любая сыпь есть следствие высокого содержания в крови глюкозы. Всегда помните это. Глюкоза может накапливаться не от того, что вы ее кушаете. Она может накапливаться от того, что она не расходуется. А на что она расходуется? На вашу физическую активность. Нет физической активности, много глюкозы. Накапливается, появляется сыпь. Вот так. Вадик Вадас. Ох ты ж, какое имя. Моя бывшая жена отправляется в АТО. Я могу ей как-то помочь эзотерикой? Да, проходите первую обновленную ступень. Я там даю такой ритуал, который называется выпрашивание. Делайте его. Я его не могу в открытую сказать. Анжела Балашова. Добрый день, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, будете ли вы еще проводить обряд откуп от зла? Не попала вчера, буду. Добрый день, Андрей Андреевич. Разрешите поинтересоваться, спрашивает Наташа Марченко, вашими знаниями в области человеческих ступеней, а именно пальцы и ног. Расскажите, что обозначает, если второй палец длиннее первого? Не понял. Какое может быть? Очень интересно значение, если второй и третий вровень. Второй. А, вы, наверное, так считаете. Наверное, вы как девушка считаете этот первый. Я не могу понять. Я считаю так. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Если у вас этот палец больше, то я хочу это увидеть. Ну ладно, я пошутил, я понял вас. Наверное, вы считаете, что все-таки вот этот первый палец, а этот второй. И если первый палец длиннее, чем второй палец, это говорит о том, что у человека есть миссия. А если третий палец, ну я так буду читать, раз, два, три, четыре, если третий и четвертый палец, они между собой практически равны, это говорит о том, что у человека есть гениальность и очень пытливый ум. Ирина Тиханович, здравствуйте, Андрей Андреевич, правильно ли говорить? Все будет хорошо в разговоре. Нужно говорить скоро все будет хорошо. А то муж сказал, что говорить нельзя. Ибо обнадеживать людей произойдет по-другому, они разочаруются. Нужно сказать, правильно он говорит, нужно сказать не все будет хорошо, потому что это может быть обманом. А нужно говорить скоро будет все хорошо, тогда это уже надежда. Вот надежду вселять человека можно, а обнадеживать, не зная, будет ли хорошо или нет, не стоит. Я согласен с мужем. Наталья Ананка. Здравствуйте, подскажите, если начал осваивать первую бесплатную ступень, то следующий шаг, первая платная? Да. Спасибо. И можно ли очищать пространство аромапалочками, купленными в других местах? Ну, конечно. Я открою тайну. Она звучит так. Люди думают, что то, что я читаю вот такие вебинары,
создаю коды или создаю что-либо, я это делаю предумышленно, осознанно для того, чтобы зарабатывать деньги. Я хочу разочаровать. Дело в том, что монетизация на моем личном канале в YouTube отключена. Я не получаю деньги ни за размещение шумов, ни размещения мантр. Я это делаю абсолютно безвозмездно. Вы мне можете не поверить, но я внутренне стремлюсь, и мне правда этого хочется, помочь тем людям, которые оказываются на уровне падения. Мне хочется, чтобы люди разобрались в себе, перестали болеть. Мне хочется, чтобы люди разобрались в своих отношениях в семье. Я это делаю осознанно. Я это делаю бесплатно, не для зарабатывания финансов. Когда люди говорят, там, Андрей Андреевич или там Дуйко, ты это делаешь специально, хочешь деньги заработать, они ошибаются. Потому что деньги заработать — это уже побочный эффект моей деятельности. На первое место я все же ставлю безвозмездное, благородное человеколюбие. Я считаю, что это очень правильно. Все-таки Достоевский в свое время был неправ, когда он в «Идиоте» сказал, что в глубине любого альтруизма находится жажда наживы. Нет. Я умею зарабатывать деньги и умею зарабатывать их другими способами. А зарабатывать их вот таким образом, ну, наверное, мне точно не интересно. Для чего я это делаю? Я когда-то говорил такие слова: куда течет любовь, туда текут и деньги. В тот момент, когда человек поставит где-нибудь памятник и сделает это за свои деньги, то люди, которые будут любоваться памятником, будут направлять в сторону человека свою любовь. А в случае, если этот памятник будет мешать людям, то они в сторону этого человека будут направлять свою антилюбовь. Почему я блокирую людей, которым не нравится то, чем я занимаюсь? Дело в том, что такие люди, они в дальнейшем могут направлять в мою сторону антилюбовь. А я не хочу этого. Я хочу, чтобы люди направляли в мою сторону любовь. И когда людям нравится то, что я делаю, то они хотят или нет, а делятся тем, что называется любовь. Таким образом, любовь течет в мою сторону, и таким образом корость все-таки проявляется. Она проявляется в эзотерическом элементе: куда течет любовь, туда текут и деньги. Морские курсы в этом году будут, не могу пройти регистрацию на сайте. Лилия Гончарова спрашивает. Да, такие морские курсы у нас будут. Скорее всего, он будет один, и он будет проходить в Черногории. Фарида Ирани. Здрасте, Фарида. Здрасте, Андрей Андреевич, ваша ученица обновленной ступени СНГИ. Я обучалась на мастер-класс маникюра, открыла дома салон небольшой. С этим коронавирусом нет клиентов. Аллергия мучит сильно. Как поработаю с клиенткой? Как быть? Ешьте, уберите говядину, уберите сладкое, абсолютно откажитесь от сладкого и не ешьте много времени. Увеличьте физическую активность, чтобы потеть. Походите в парилку, посмазывайте себя солью, пейте соль, соду по утрам, а вечером перед сном не менее 2 столовых ложек на стакан воды уксуса. И таким образом справитесь с аллергией за 1-2 недели. Также очень хорошо помогает, если сейчас заваривать крапиву. Вот сейчас листики крапивы, они как раз появились, такая завязь. Вот если ее обрывать, высушить и заваривать в виде крапивы, в виде, вернее, завара, 1 чайная ложка на стакан воды, то убирает аллергию, метастазы, может полечить онкологические заболевания. Андрей Андреевич, подскажите себе и детям, можно наговорить сразу несколько кодов разных, к примеру, на красоту, чтобы помогали и любили? Да. А воду лучше пить или умываться? Заряжая воду, вы должны понимать, что из того, что вы скажете, вода возьмет только 0,5%. Ну, 1%. То есть то, что вы читаете для себя, 100%. То, что вы зарядите на воду, будет 1%. Для того, чтобы зарядить на воду, нужно читать это больше, чем для себя, в сотни раз. То есть, если для себя круг четок, то чтобы зарядить, как для себя круг четок, на воду нужно читать, ну не знаю, 21 круг четок. Лиза Кармакова. Андрей Андреевич, здравствуйте. В древних шумерских изображениях в руках богов такой чемоданчик, на руках браслет в виде ромашки. Читал разные версии, что это может быть. Хотела узнать ваше мнение. Я тоже читал. Это, скорее всего, тексты, которым поклонялись люди. Дело в том, что, по моему мнению, у шумер была очень необычная доктрина. Это доктрина 5 единств, это единство в человеке. То есть шумеры считали, что, скорее всего, человеческое существо связано с 5 стихиями. Это перекликается, по моему мнению, с идеями китайской теософии. Именно поэтому, скорее всего, вот эти 5 единств, их на самом деле 7, потому что еще одно 6-е единство — это человек, в котором это все реализовывается, и 7-е — это Бог или Вселенная, где это все реализовывается. Ну а 5 элементов — это 5 элементов
объединение человека с тем миром, в котором он живет. Один листочек это трава и флора, другой листочек это животные и фауна, или там наоборот, ну, все правильно, фауна и флора. Третий листочек это огонь, четвертый листочек это, видимо, воздух, пятый листочек это там стихи еще, там ветер, возможно, я не знаю, что они там себе придумали. Таким образом у них проявление вот такое происходило. А когда человек одевал, как бы у него были знания, он, допустим, читал мантру, как указано в древних ведических текстах, допустим, семиступенчатый саман, да, химкара, простава, дипрадитхара, удитхау подрава. Это как бы подключает человека к энергии бытия, энергии Всевышнего и так далее. И это он может получить как элемент, который позволит ему расшифровать тот текст, который он держит в руке, и даст ему подключение к стихиям, которые будут для него силой, что и будет выглядеть как пятиконечный цветочек, который будет носить человек на руке. Ну вот где-то так. Люба Режицка. Бездоказательно, я сказал. Это моя гипотеза, она просто гипотеза. То есть не нужно потом в комментариях писать, ты ничего не понимаешь, что миры они такими не были, никто не знает, какими они были. Люба Режицкая. Добрый день, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, что у меня есть друзья, с которыми я давно дружу, но однажды они просто перестали общаться со мной. Я с ними не ссорилась, все было хорошо. Скажите, что именно, в чем я там виновата и так далее. Если кто-то не хочет с вами дружить, то у этих людей изменилась судьба. Видимо, как обычно дружат люди, это как бы правда жизни такая, она очень интересная. Обычно хотят дружить с кем? С тем человеком, на ком первое может заработать, второе можно обмануть, и третье, извините за подробности, и третье, кем можно восхититься. Таким образом, если первое, второе, третье этого нет, то им просто неинтересно. Обычно, если человеку ничего от другого человека не нужно, ему не хочется дружить. Здравствуйте, как сделать так, чтобы я попала на МК 2020? Это моя метаидея, очень хочу, но пока денег нет. Галина Минуйлова. Я обманутый покупатель квартиры в Сочах. Хозяева начали строить до второго этажа, потом снесли и 1,5 миллиона, как не бывало. Мне 73 года, вдова, судимся. Но в связи с тем, что там замешаны депутаты и начальники ОМОНа, вся судейская прокуратура и полиция, машины работают против нас уже 3-й год. Помогите выйти из положения. Галина Михайловна Мануйлова, вам поможет прохождение моего заседания ИРТЕ. Зарегистрируйтесь в ИРТЕ и пройдите все мои заседания, хотя бы последнего года. Там я все об этом рассказываю. Как сделать так, чтобы вам все вернули. Проходите ступени, очень много об этом говорю. Марина Хашеева. Добрый день. Откуп от зла — это чудо. Я была. Спасибо вам. Марина, мои дальнейшие действия, шаги, Андрей Андреевич. Подскажите, что делать дальше? Ничего. Каждый день слушайте еще раз откуп от зла. Делайте это. Очень заинтересовалась программой «Изучай бесплатный курс». Поздравляю. Алена Салай. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Расскажите подробно о морских курсах 2020. Где, в каком месте будут проходить? Будут проходить в Черногории. В фешемебельном отеле на берегу красивого, теплого моря. Сколько дней? 10. Планируете до курсов закончить изучение 2 и 3 ступени? Правильно. Сейчас закончила 1-ю платную. Правильно. Хочу вам на морской курс. У вас получится, приезжайте. Спасибо за ваши знания. Ася Пылина. Здравствуйте. Как стать менее эмоциональной, менее чувствительной, менее эмпатичной? Каждое событие воспринимаю очень ярко. Закройте веки, сядьте утром и вот так вот в полузакрытые веки смотрите. Засеките время и ровно 10 минут смотрите. Делайте вдохи и выдохи как хотите, думайте о чем хотите. Пусть половина века будет закрыта, половина открыта. При этом расслабляйтесь. Если ежедневно делать так, хотя бы 5 или 10 минут, думая о чем хотите, плавно, очень быстро начнете ощущать, как вы успокаиваетесь. Также хочу вам сказать, что раздражительность, злость и проявление нервных состояний очень часто связано с нехваткой самого обычного магния. Кстати, магний
участвует в расщеплении глюкозы. Именно поэтому, если человека не хватает магния, он начинает поправляться, у него начинают впитываться жиры, у него появляется слабость, после каждой еды человеку хочется спать и так далее. Именно поэтому физическая активность, уменьшение углеводов, а также употребление в большом количестве магния, хотя бы 1000 миллиграммов на протяжении дня, может полностью изменить ваше состояние. Оксана Хабирова, добрый день. Мне часто снятся вещи и сны. Как объяснить их? Вещи и сны. Что это за связь со Вселенной? Она не со Вселенной. Вам же не род снится и не прошлый опыт. Можем ли мы как-то управлять своими снами? В свое время вам необходимо прочитать Фрейда. Фрейд сказал, что у нас есть сознание, которое является цензором или цензурой, чтобы не выпустить ничего из подсознания. Есть подсознание и есть сны, которые накапливают, которые являются мостом между подсознанием и складом, вернее, подсознательным и осознанным нашим восприятием. Сны являются проявлением увеличения воздействия бессознательного на наше сознание. Можно ли как-то этим управлять? Конечно, можно управлять в тибетской религии, буддизме, в различных направлениях есть ряд методов. Самый простой метод при засыпании видеть букву А, светящуюся, или тибетский слог А на уровне груди. Я обычно, засыпая, выполняю другие практики, которые позволяют контролировать и руководить своими снами. Можно ли этим управлять и что-то делать? Конечно, можно. Проходите ступени. Дмитрий Петров, подскажите, я мысленно обращаюсь к примеру, мир, я принимаю все, что ты для меня делаешь, это очень правильно, или какая-то другая положительная эмоция. Меня сверху вниз начинает как бы поливать энергией по телу, до самых пят бегут мурашки. Это говорит о том, что вы увеличиваете энергию ЦИ. Увеличивая энергию ЦИ, человек делает свою жизнь более энергичной, более активной, более реализованной. Все правильно делаете. Особенность людей заключается в том, что они борются и пытаются забрать. А эзотерика работает по-другому. Мы эзотерики, мы принимаем. А как мы это делаем, вы узнаете, пройдя первую обновленную ступень школы Кайлас. Елена Клименко, с большим уважением к вам и вашим произведениям. Спасибо. Возможно ли дыханием по трулу излечить ВИЧ? Нет, но возможно стволовыми клетками, которые есть в нашей компании. Ольга Олюсова. Олусья. Доброго дня, Андрей Андреевич. Мне 48 лет, обучалась. Меняя род деятельности, в итоге на минималке осталось. Все сначала начинать, наверное, нужно. Скажите, в какой области деятельности мне повезет, на что обратить внимание? Повезет у вас род деятельности, флористика и все, что связано с выращиванием и производством и продажей цветов. Наталья Руд, добрый день, подскажите, что значит высшие силы, в каких случаях они слышат, помогают человеку, что для этого необходимо? Я считаю, что человек не должен обращаться к высшим силам. Дело в том, что мир устроен по принципу верхней призмы высших сил, нижней призмы умерших людей, которые должны переродиться. Когда человек радуется, он высвобождает душу людей, которые должны переродиться и родиться на этой земле. А высшие силы следят за тем, чтобы у человека происходила эволюция. А эволюция связана с трудностями, поэтому когда человек начинает обращаться к высшим силам, то у него всегда появляются трудности в жизни. Уважаемые господа, хочу вам дать совет, пожалуйста. Если вам необходимы трудности, они, возможно, кому-то нужны, обращайтесь к высшим силам и обращайтесь к своему роду. Тогда ваша жизнь пойдет под откос, и в вашей жизни появится огромное количество проблем и трудностей. Поэтому, пожалуйста. Сейчас меня заплюют, потому что очень много есть людей, которые там с родом работают там, и так далее. Ну, знаете, у каждого, каждому свое. Как выбрать духовного наставника или духовного учителя? Посмотрите на него. Если он счастливый, если он создает ощущение счастья, если он верный жене, если он имеет материальное благополучие, если он чувствует себя хорошо, если он улыбчивый, если он последовательный, то тогда можете за ним идти. А если он вредный, если он все время кого-то угнетает, если он все время критикует кого-то, обвиняет, запугивает, то лучше за ним не идти. Светлана Орлова, здравствуйте. Светлана, Андрей Андреевич, дорогой наш учитель, спасибо. Здравствуйте, хочу поделиться своими эмоциями. Ой, очень интересно. Может, это совсем не по теме, да ладно. Но не могу удержаться. Как же я счастлива иметь такую возможность участвовать во всем происходящем под вашим руководством, Андрей Андреевич. Участвую почти во всех семинарах.
Вчерашний откуп от зла, я до сих пор под впечатлением. Ничего подобного я не ощущала никогда. Внутри счастье, тепло, внутри тепло и вера, очень сильная вера в счастливое будущее. Это очень важно. Я этого и добивался, проводя вчерашний вот этот ритуал. Он действительно изменит судьбу тем людям, которые проходили. Теперь есть целый морской курс. Я верю, что в этом году я попаду на морской курс. 100% попадете. Теперь точно. Елена Гребенникова. Здравствуйте, спасибо за знания, они просто бесценны. Ура, у меня есть брат на 3-й группе инвалидности по психиатрии. Очень агрессивный, особенно когда выпивает. Живет с мамой, поддерживаем с мужем их финансово. Может ли мне помочь эзотерика улучшить ситуацию или меня это не касается? Может помочь, может помочь. Есть коды такие, припутав. Там, и так далее. Можно читать специально для него такие коды, его отпустит. Там я давал даже бесплатно такой ритуал, когда человека представляешь, будто он находится в подвале и со всех сторон забетонированы стены. И он находится там в своих собственных мучениях, в грязи какой-то. И необходимо представить, будто вы снаружи пробиваете этот подвал там, киркой или еще чем-то, достаете этого человека и поднимаете его на самый высокий этаж красивого дома и гладите его и представляете, будто этот человек стал красивым, молодым, таким добрым, очень хорошим, и как бы его подталкиваете в новую жизнь. Если это делать ежедневно или 2 раза даже в день на протяжении... забыл сказать, дырку с подвалом нужно мысленно забетонировать. Именно поэтому у некоторых не получается. Если ежедневно делать, то будет очень получаться все. Нуне Мискарян. Здравствуйте, или Нуне. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Прошла ваши 2 ступени. За что благодарна? Могу ли я считаться вашей ученицей? Конечно. У моего внука 2 больших пальца сгибаются, потом с трудностью разгибаются. Пусть попьет желатин, уменьшите количество сладостей и обязательно пусть принимает или позаваривайте ему желатин, или покупайте ему желатиновые конфетки. Заваривайте ему желатин так, 1 столовая ложка на стакан воды 10 дней. Если пропьет, палец будет сгибаться. Второй вариант. Берете, делаете такую мазь. Нужно оливковое масло и сера. Берете 100 граммов оливкового масла, столовую ложку серы. Перетираете это между собой. Добавляете туда 1 столовую ложку воска, нагреваете и добавляете туда... камфору сухую, чайную ложку или камфорный спирт, ну лучше камфору сухую чайную ложку. После этого, когда оно нагрелось, выключаете, оно остывает и смазываете вот эти места, все начнет шевелиться. Здравствуйте, а что будет через год после обряда откупа от зла или что делать через год? Вы чуть-чуть неправильно меня вчера поняли. Дело в том, что после того, когда вы этот обряд провели, то у вас целый год будет освобождение от болезни. Ну и это изменит ваше внутреннее состояние, чувства ваши, а также общее состояние, в общем-то, и ваш подход к окружающей жизни тоже изменится. Это очень хорошо, потому что за счет этого часть заболеваний просто сами по себе исчезнут. Анастасия Вланова. Андрей Андреевич, здрасте. У меня давно непроходящая тяжесть в области ключиц, которая сгинает плечи. Сложно распрямиться. Думала, что проблема с сердцем. Нет, это может быть Бехтерева. Это кармическая отягощенность. Нет, это не кармическая. Это, можно сказать, поясовая отягощенность. После прослушивания шумов других практик для очищения кармы легче. Что еще можно сделать? Какой ритуал? Короче, какой курс попить? Я думаю, что для того, чтобы от чего-то лечить человека, у меня есть такой шум, он записан бесплатно, этот шум прямо на моем канале в YouTube выложен. Это шум избавления от всех заболеваний. Он невероятно противный, его слушать невозможно, но он очень эффективный. Если его слушать долго невозможно, но если слушать его по 1 разу, 3 раза в день, как принимать таблетки и сделать это на протяжении, допустим, 5 месяцев, какого-то времени, даже 1 раз в день, но долго, то вы почувствуете, что вот таких состояний, как у вас, не будет. Но сразу же хочу сказать, что шум неприятный, это прям треск, прям пищание и так далее. Там есть люди, которые пишут, так хочется тому человеку, кто это сделал, кувалдой голову разбить. Сейчас какой. Неужели человек готов мне... при личной встрече за то, что я сделал это в интернете, разбить голову? Я всегда задаюсь вопрос,
Почему люди такие могут быть злые? Ну не нравится тебе, заблокируй, не подписывайся и уйди. Но это, возможно, кому-то и поможет, знаете. Ну почему человек должен вот так вот писать? Что это за музыка? Это не музыка, это шум. Там же написано шум. Шум это как бы трещит что-то. Виктор Ребрук. Я буду читать сразу же на русском языке. Очень многие интересуются вопросом финансов прямо сейчас. На мой взгляд, когда в семье есть финансовая стабильность, все остальные вопросы духовного развития, любви. Не хватает скандалов, укоров, обвинений и желания что-то развивать, жить, что приносит лучше в этот мир. Наряду с просьбой о помощи очистить, подтянуть энергетический кокон, очень тяжело все это сделать. Любое начатое дело не может быть завершено до логического конца, постоянно теряя финансы. Будет как вода ускользать сквозь пальцы. Поймите, что это потребляет ваше время, которое спасибо за внимание. Понял ваш вопрос. У меня есть ответное предложение. Приходите завтра на семинар Сангая. Я дам вам 30 кодов. Это 30 кодов увеличения материального благополучия. И у вас в дальнейшем вот эти вопросы, которые связаны с материальным нехваткой, они будут решены. Добрый день, Андрей Андреевич, Валентина Хабюк. Спасибо за откуда от зла. Во время вебинара ничего не чувствовал, зато позже сразу хорошее настроение, хотелось петь, танцевать. Что скажете по этому поводу? Нужно было петь и танцевать. Андрей Андреевич, когда человеку хочется петь и танцевать, это он обретает везение и фортуну. Александр Вылегжанин. Андрей Андреевич, мир вашему дому, многому научили, низкий поклон. Спасибо. Переехали в другой регион, понравился дом, въехали, но купить не получается. Уже год прошел с документами, проблема, дом на 3 хозяина, все люди вокруг хорошие. Только одна пакость вытворяет. Было смешно, неважно, я у Бога, тараканы, блохи, зубы с пломбами, кости, гвозди, стекла, ржавые ножницы. И это не все перечесть, погибают мои зверьки. Вчера у меня был срыв. Может нам уехать домой? Я не желаю участвовать в этом безумии. Но дом выбрали из-за дочери, учится она в университете. 5 минут прогулочным шагом. Мой клочок земли радости столько приносит, соседи очень хорошие. Как быть? Необходимо сделать так. Подкиньте каждому из этих людей небольшую сумму, сейчас. Не так. Правильно я говорю. Подкиньте этому человеку небольшую сумму денег, всем возле двери бросьте. Эти люди обязательно, кто-нибудь из семьи, неважно кто, но подберет. Когда они подберут эту небольшую сумму денег, в этот же день или когда вы будете подбрасывать, скажите: потрачивайте деньги, вы продаете мне, а не подкидывайте то, что вы мне подкинули. И после этого, когда ждете день, а на следующий день произносите следующие слова с утра, говорите: все, что я купил, выкидываю, оно мне не нужно. Тем самым и зла человеку не доставите, и в общем-то счастье будет. Сейчас, секунду. Вот я сейчас нахожусь на сайте, который называется складчик.com, в обсуждении, которое называется «Школа Кайлас». Мне бы хотелось сегодня здесь почитать обсуждение. Вначале, когда они обсуждали школу Кайлас, я там участвовал и принимал участие. Но руководители этого всего, они начали меня выгонять. Почему? Им хочется зарабатывать деньги, они не хотят этого всем признавать. Дело в том, что обычно это люди зарабатывают деньги на том, что они воруют инфопродукты у других людей и так далее. Ну, это их дело, это не важно, мне все равно. Я почитаю, что они пишут. Так, это они Сангая продают. Дуйко молодец. Продает много лет переработанной, широко известной в узких кругах техники Симарон. Да так, что никто это до сих пор не заметил. Зато многим, благодаря ему, заинтересовались эзотерикой и направили свой атом в мирное русло. За что ему спасибо. Ну, я не знаю, потому что
сказать нет или сказать да, для того, чтобы сказать повторяю я симарон или наоборот делаю то же самое из симарона, мне нужно вначале изучить симарон, а я не знаком с этим. Я видел, книжка где-то есть, нужно скачать ее и почитать. Ничего не могу ответить. Скорее всего, если так люди считают, но, видимо, с их колокольни это повторение. Ну, не совсем тут симарон, отвечает человек. У него 17-го вполне рабочий, даже очень рабочие практики, не симаронские. Это потом его понесло в иные степи. Это меня понесло, потому что я сделал платные семинары и начал их в инфопротектор заливать. А когда я начал заливать в инфопротектор, то люди перестали это скачивать и зарабатывать на этом деньги. Естественно, какая может быть реакция у этих людей? Сразу же злость. То есть те, кто зарабатывал, перестают зарабатывать и так далее. Почитаю дальше. Ну, не совсем. Ага, до начала было интересно, а потом, дальше читаем, не просто интересно, а реально полезно. Чувствовалось, что от души поет, дает, а потом то ли интерес иссяк, то ли нового ничего уже в этой области. Не, я знаю, о чем пишет человек. Для того, чтобы изучать новое, необходимо заплатить. А своровать, как раньше, по-старому, не получается. Именно поэтому у человека появляется вот, почему бы нам не поговнить? Потому что раньше мы могли изучать бесплатно и зарабатывать на этом, мы сейчас не можем изучать бесплатно. И поэтому мы вот так вот переживаем и вредничаем. Техник на 100 жизней хватает, а вам все мало, вы хоть бы одну усвоили или хоть одну мантру наработали, что он давал на более старых семинарах. Кстати, многие до сих пор проверяешь, их нет в сети. Что там проверять? Если вопрос лично ко мне, то да, освоила не одну, также работала не одну, много не бывает, если что, в эзотерике, это пишет Стромден. Я могу сказать, что не будет ничего получаться у Стромден, потому что она является моим эзотерическим должником, и я с нее не слезу, как в общем-то от всех остальных. И так далее. И вы знаете, много людей, которые пишут гадости. Я считаю, что это неправильно. Дело в том, что если рассматривать меня с позиции своего учителя, то нужно уважением благодарить своего учителя. А что это за люди, которые обучались у меня, после этого чего-то брали и после этого начинают говорить, что это там получается, не получается, он плохой или хороший. Во-первых, я это делаю для людей, для того, чтобы спасать людей, а не для того, чтобы давать им возможность зарабатывать. Я даю это для людей, для того, чтобы нести миссию, для того, чтобы знакомить с тем, что называется магия, для того, чтобы совершить миссию, которая есть у нас в Институте развития творческой единицы. А там нравится это складчикам или не нравится, мне это к радости совершенно неинтересно. Также там выводы о том, что там закончилось что-то или не закончилось, я очень рекомендую складчикам посмотреть мои обновленные ступени и посмотреть, насколько они далеко позади 2015 года и насколько они очень-очень далеко уже в джунглях находятся. Татьяна Наточи. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Хочу спросить, существует ли ваш шум от боли в спине? Да. Это очень актуально для многих. Ношу постоянно зеленую нить, но результатов пока нет. Сейчас я просто не могу лечь спать, сразу не имеют руки, начинается сильная боль в них. Нужно сразу встать, опустив руки вниз. Могу спать только сидя в кресле. Что это происходит? Давайте сделаем так. Есть такой фрукт, называется папайя. Возьмите папайю, натирайте каждый день все места боли. Второе. Смазывайте каждый день в виде аппликации позвоночник медом с солью напополам. Тогда боль это утихнет. Третье. Ни в коем случае не делайте массаж. Попейте препараты, антикоагулянты. Допустим, можно попробовать аскорутин по 2 таблетки 3 раза в день. Используйте, чтобы снять боль, медицинский препарат вальпрокам, допустим, в виде бальзама или мази. Елизавета Карпенко. Здравствуйте, спасибо вам большое за знания. Прохожу 2-ю бесплатную ступень, слушаю мантры шумы СНГ практики. Почему так мужу начали чувства пропадать? Иногда пропадает физическая тяга. Не пойму, в чем дело. Стараюсь на этом не заострять внимание. Делать, как вы говорите в ступенях. Он злится из-за этого и обижается. Что посоветуете? Пройти может какую-нибудь сангаю или упражнение? Подскажите, пожалуйста, что может помочь, чтобы увеличить к себе желание и к мужу эзотерически? Каждый день представляете, будто вас муж утром или вечером или в обед обнимает, прям подходит и обнимает. Также я, конечно,
хочу сказать это как бы по секрету, но это звучит так. Женщины, которые милосердные, которые обожают мужчин, могут привести к тому, что мужья перестают их любить. Почему? Мужчине всегда внутренне необходима стерва. Я вам прямо гарантирую, что если вы его отругаете, скажете, сколько это может происходить, ты на меня не обращаешь внимания, замучил уже меня этим и так далее, то если вы это сделаете, чуть-чуть немножечко проявите в себе стервозность вот такую, то тогда у мужа сразу же появится желание и сразу же появится там что-то. Также если вы начнете кому-то нравиться, то желание у мужа сразу же тоже появится. Поэтому старайтесь одеваться красивее, выглядеть красивее. Коля, открой, пожалуйста, дверь, открой, пожалуйста, шторку. У нас что-то очень жарко прямо в помещении. У нас вот туда, вот туда, потому что очень жарко. Не знаю, что так жарко стало в помещении. Амелия Ирина Александрова. Доброго дня, Андрей Андреевич. Насколько важно насколько важно следовать голосу своей души. Всегда помните, что ваша душа вас всегда обманывает. Почему? Ее легко обмануть, она более доверчивая, чем сознание. Ваше сознание и тело, оно подчиняется, ваша, вернее, душа и тело, оно подчиняется гормонам. И лжи, и чувствам чужим. Как это происходит? Человек, допустим, вам говорит, и тогда получится, и тогда все будет хорошо, но важно занять деньги, займи деньги. И после этого у вас чувства, вы от семьи отрываете, деньги занимаете, а потом говорите, я чувствам поверила. Ну так а зачем? Они же не умеют думать чувства, они просто реагируют. Именно поэтому я за то, чтобы здравому смыслу подчинять свое чувство и свое тело. Потому что очень часто тело может подчиняться гормонам, чувства могут подчиняться превалирующим обману других людей, которые создают чувства, а сознание очень часто невозможно обмануть. Добрый день, Андрей Андреевич спрашивает, крамниця цікавих речей. Очень беспокоит высыпание на теле мелких бородавок и красных точек. Ставите тире и пишите инсулинорезистентность. И после этого открываете мой канал YouTube и там ищите Андрей Дуйко инсулинорезистентность и смотрите мои рекомендации. Александр Вылегжанин. Супруг в рейсе. Как супруг? Я все понял. Извините. Супруг в рейсе уже 8 месяцев. Вы ж простите великодушно, у меня нет страницы здесь. Меня зовут Оксана. Здрасте, Оксана. И что? Добрый вечер, Андрей Андреевич, Ирина Михалец. Можно ли утром натощак пить 2 столовые ложки оливкового масла, имбирь с лимоном? Можно. Скажите, пожалуйста, каждый день смотреть «Откуп от зла»? Когда хотите. Андрей Андреевич, после вчерашнего обряда Че я думала, что умру. Обряд подействовал как-то странно, снились ужасы, была паника. Что было со мной? Откупались и выходили у вас влияние. Видимо, вы тот человек, на которого очень много влияний было совершено. Причем, если влияния снятся, то эти влияния из мира умерших людей. Гуля Гульнара. Андрей Андреевич, подскажите, можно ли делать чистку организма по методу Оганяна? Понятия не имею. Оганян, кто такой, даже не знаю. Ладно, я пошутил, я знаю, кто такая Оганян, но я не могу сказать, я не делал чистки, я даже не помню этого. Кундус Акаева. Андрей Андреевич, скажите, как долго будет продолжаться кризис после карантина? Не менее, дело в том, что нам придется с масками теперь жить. Смотрите, карантин ввели, сколько там было карантин ввели людей, Коля, ты мне сегодня говорил тут. Когда ввели карантин, то во всем мире было 100 тысяч переболевших или заболевших. А сейчас снимают ограничения карантина в тот момент, когда в мире переболело 5 миллионов человек. Странно. Нужно привыкать теперь для себя к стилю мытья рук. Я, кстати, об этом все время говорю на своих вебинарах по тибетской формуле. Я все время говорю, что руки нужно мыть с мылом, нужно, если где-то путешествуете, переезжать в какую-нибудь страну, в ватномарлевой повязке. Теперь нужно привыкнуть к ватномарлевым повязкам. Дело в том, что я понимаю, почему снимают карантин. Он не решает вопросы карантина. Не решает. Получается то, что карантин не решает вопросы карантина, и люди как болели, так и продолжают болеть. Они не подчиняются, они все равно работают, они все равно выходят на улицу. А государству нужно за что-то жить.
нужно за что-то содержать свои церемониальные залы, нужно за что-то содержать своих любовниц, и за что-то строить там свой бюджет, который они объявляют как народный, на самом деле это не народный. Страна может развалиться, если люди перестанут работать. Им же нечем платить. И рада, и рани. Здравствуйте, дорогой учитель. Просто хочу сказать вам огромное спасибо, что вы есть. Что вы с нами. Спасибо. Пожалуйста, когда будет следующий марафон? Объявим уже через неделю. Ольга Теленик. Андрей Андреевич, прохожу вашу вторую бесплатную ступень. Дошла до того момента, где вы говорите, что все наши действия нужно посвящать чему-то. Это не тотально нужно делать, ну, в общем-то, хорошо было бы. С сегодняшнего дня у меня как новая страничка жизни, все, что делала, посвящала чему-то. Вы молодец. Спасибо большое. Когда я делаю чистку органов дыхания сама, но очень зеваю, после первого круга все проходит. Это нормально. Это говорит о закрытых каналах, которые находятся в вашем теле. Андрей Андреевич, вы говорили, что в период кризиса нужно идти там, где платят. Да, полностью согласна, сейчас я без работы, но ушла, в принципе, не только из-за кризиса и карантина. Все равно собиралась, спасибо, смотрела, обучалась, не решалась уйти. Сейчас, мне кажется, есть шанс найти что-то подходящее специалист в областях ВЭД. Вы, наверное, хотите спросить, что вам делать. Не пойму, в какую сторону двигаться. Если вы специалист в области ВЭД, то ищите работу логистом. Это будет для вас известной работой. И у вас будет все хорошо получаться. Складская логистика, международная логистика, если знаете языки, это всегда в почете. И, в общем-то, работа такая, которая требует знания ТНВЭД. Елена Петросян. Добрый день, уважаемый мой учитель. Андрей Андреевич, очень много говорят о том, что нужно чистить чакры, чиститься постоянно. Мы ежедневно собираем на себе отрицательную энергию. Пожалуйста, скажите ваше мнение по этому поводу. Как же вы меня называете учителем, если вы не знаете, как чистить чакры? Аж смешно. Меня учителем должны называть те люди, которые прошли мою первую ступень школы Кайлас. Я учитель для учеников школы Кайлас. А для людей, которые просто слушают меня, я учителем не являюсь. Учиться можно в школе. А если вы прошли магию Египта, магию денег, вы не являетесь учениками. Учениками становятся те, кто учится в моей эзотерической школе. Добрый день, Андрей Андреевич, спасибо большое за шумы. И коды работают особенно от проблем привлечения противоположного пола шум на работу. Но вот я поменяла работу с начальника отдела Госпочты на бухгалтерию с меньшей зарплатой. Как вы думаете, правильно ли было мое решение? Вышло с комфортом? Правильное решение. Ирина Потапенко. Уважаемый Андрей Андреевич, может ли жена помочь своему мужу эзотерически конкретными, помимо восхищаться им, стать успешным, богатым? Да, читайте для него коды. Я понимаю, завтра будет лучше. Дайте, пожалуйста, совет. Читайте коды. Вот завтра будет Сангая. Это Сангая посвящено материальному благополучию. Приходите. Андрей Андреевич, пишет Татьяна Шипинова. Хочу поделиться радостью. Ваши знания очень эффективно работают. Практиковала коды, Сангая, шумы, первую и вторую ступень. Рассчиталась очень быстро с долгами. Ушли конкуренты, мы начали зарабатывать. Приобрели 4 обновленные ступени, квартиру. Сделали ремонт во дворе. А раньше не могли мечтать об этом. Были взлеты и падения. И всегда в нужный момент приходила информация от вас. Включали 333-ю скорость и продолжали дальше работать. Сейчас в этих условиях пришлось сделать остановку. Где-то переосмыслить свою жизнь. Сейчас я в растерянности, не знаю, как поступать дальше. У меня выездной бизнес по району, продуктами торгую, в определенные дни разрешаю ездить торговать. А в те села, где главы администрации магазины, правда, он переоформил на жену, не разрешают. Если можете, подскажите, что мне делать, читать мантры, чтобы выиграть в суде или еще какие-нибудь мантры. У нас есть очень много... Есть шумы для того, чтобы выиграть в суде. Есть заклинания Дуйко, там заклинания, чтобы выиграть в суде. Есть прямо в моем канале Дуйко Кайлас и РТФ Facebook. Вбиваете в поисковике, как выиграть в суде. И я там даю несколько и мантр, и кодов, и символов. Там целую кучу всего. Как вы этого не можете найти? Я только прохожу первую, но у меня уже есть предсказания на 20-20 и СНГ-11. Вопрос, можно мне участвовать в 53-м? Конечно, мой успешный бизнес скоро будет работать, даже не сомневайтесь. Палочкин Наталья, Андрей Андреевич, здрасте. Поделитесь, пожалуйста, секретом, как вы все успеваете. Еще одни вопросы. Могут ли своим клиентам в качестве дополнительных материалов, консультаций по астрологии давать ссылки на мантры, шумы для улучшения качества жизни? В случае, если это выложено в бесплатном доступе, можете. Спрашиваю так, как за консультацию беру деньги. Пожалуйста.
Елена говорит, почему я везде успеваю? Дело в том, что у меня нет озабоченности. Обычно, если человек чем-то озабочен, ему не хватает времени. Я же живу по принципу духовного роста. Я максимально развиваю у себя состояние доброты. Я максимально стараюсь развивать у себя состояние духовности. Я работаю над физическим своим телом, над духовным телом, занимаюсь йогой, занимаюсь физическими упражнениями. У меня есть диета, я очень много занимаюсь бизнесом, очень много пишу. И что обычно мешает мужчине? Мешает мужчине, может мешать любовница, желание там заниматься сексом с ненужными ему людьми и так далее. Мне этого нет, поэтому меня это не беспокоит. Я всегда говорю такие слова. В случае, если бы человек столько же думал о материальном благополучии, столько, сколько он думает о сексе с кем-нибудь, то он был бы уже очень богатым человеком. А так как человек думает все время об этом, это мешает ему, сбивает его, убирает сосредоточение. Я даже успеваю слушать красивую музыку, на ночь ложусь, слушаю, я еще успеваю читать что-то, писать что-то, заниматься бизнесом, контролировать что-то. У меня на все хватает времени, все в порядке. Садом еще занимаюсь даже, вот так. Екатерина Гринчук. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, я боюсь раскатов грома и молнии. Можно на это повлиять? Я вам обещаю, что когда вы закончите 4 ступени, то вы перестанете бояться. Обещаю просто вот на 100%. Марія Латоцька. Здравствуйте, Андрій Андрійович. Очень дякую вам за вчорашній обряд Че. Після обряду все тіло нило. Сьогодні починає відходити, зменшилося болі по всьому тілу. Вчора не змогла записати, бо проходила обряд на вулиці. Низький вам уклін. Дякую вам, що спілкуєтесь за наше здоров'я. Дуже вам вдячна за обряд. Будь ласка. Прочитал на украинском, потому что очень сложно переводить. Кристина Мавромади. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, как быть с часами? Их несколько, и все хорошие. Портретом, маслом, мое изображение, подаренное любимым человеком. Если есть хоть какая-нибудь нить, согласно которой человек может разойтись с любимым человеком, то часы могут быть инициаторами или зажечь это и развести этих людей, или портреты. Но в случае, если есть безвозмездная, очень яркая любовь, которая проявляется в искренней заботе, в желании что-то делать для близкого, то повлиять что-то не может. Вот у нас такая ситуация была. Мне позвонил человек утром и написал письмо такое. Написал: Андрей Андреевич, здравствуйте. Мне ваш директор производства написал фамилию, имя, отчество. И руководитель производства написал фамилию, имя, отчество. Сказал, что вас что-то там интересует. Можете ли мне ответить, я могу вам прислать цены. Я после этого позвонил и одному, и второму, и говорю: этот человек к вам обращался? Мне говорят: нет, не обращался. Я ему говорю: вы мне не интересны, ничего не предлагайте, и заблокировал его. В это же время, через сутки, пишут моей жене сообщение. Это сообщение звучит так. Это сообщение типа: какая-то женщина пишет ей вот такое сообщение. Там... Привет, Андрей, ты куда делся? Когда ты будешь? При этом у меня нет никого, кто бы мог такие сообщения написать. Тем более моей жене. После этого она говорит: вот кто-то написал. Я говорю: не нужно ничего отвечать, взял и заблокировал. После этого звонит ей этот мужчина, пишет ей, вернее: я с Андреем Андреевичем договорился, и он сказал к вам обратиться по поводу того, что я могу вам предложить вот такой товар. Она говорит, приходит ко мне и говорит: ты обращался к этому человеку? Я говорю: нет, это мошенник, он мне написал, потом тебе написал. Она говорит: почему он написал? Я говорю: а видишь, как это все связано? Он тебе написал, потому что думал, что это вызовет у тебя ревность. Он думал, что, создав элементы психологического дискомфорта в семье, он вызовет у нас с моей женой состояние скандала. И мы поскандалим, как обычно это в разных семьях происходит. А она говорит: послушай, если бы даже мне прислали фотографию, где ты находишься в обнимке с красивой или некрасивой там какой-либо девушкой, то я бы не обратила на это внимания, это бы все удалило и никогда бы в жизни не поверила. Почему? Потому что это в середине меня. Потому что в середине меня быть верной, быть постоянной и обожать своего мужа.
Как, в общем-то, и у меня. Потому что, ставя на первое место возрождение, духовный род, семейственность и так далее, я отрицаю, что все остальные доктрины могут быть полезными для человека. Именно поэтому я стараюсь максимально соответствовать данным доктринам своей жизни. Для меня важнее духовный рост, чем смена партнеров. Для меня важнее духовный рост, чем бесконечное желание тотально зарабатывать только деньги. Для меня важно творчество, мне важна эзотерика. Я работаю и связываю свою судьбу с вот такими задачами. А все остальное мне мешает. Поэтому я свою жену воспринимаю как Парвати, себя воспринимаю как Шиву. Свою жену воспринимаю как, там, я не знаю, там, как богиню, а себя воспринимаю как Бога. Но это не говорит о том, что Бога для людей, для себя, не для людей. Вы понимаете, для себя воспринимаю, она моя богиня, а я ее Бог. А не для людей, что она богиня, я Бог, а они наша челядь. Нет, это как бы наше индивидуальное, внутреннее отношение друг к другу. Зачем искать обычных, если я живу с богиней? Екатерина Ефремова. Добрый день. Почему одни люди умирают в муках старости, а другие внезапно и легко? Как помочь человеку, который знает, что скоро умрет? В случае, если человека мучает совесть, он умирает в муках. В случае, если человек был добросердечным, терпеливым, милосердным, хорошим, никого не обижал, его совесть не мучила, умирает быстро. Александра Пилипак. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Ваша философия очень близка по духу. Думаю, что никто не ценит добро, семью, человечность. Спасибо, что вы об этом говорите. Случайно прослушал вебинар и теперь прохожу ступень бесплатную. Слушаю ступени, мантры, шумы. Хочу спросить, что-то мне поплохело за этот период. Это совпадение, не очень здоровый человек. Поплохело, потому что весна. Когда весна, у всех происходит обострение. Товарищи, не смешивайте Божье с праведным. Когда бы вы это проходили зимой, то вам бы не плохело. А так как сейчас весна, помните, что все обострения у человека происходят в разные периоды. Это весна, это осень и это середина зимы. Таким образом, 3 обострения. Осенью гипертоническое заболевание, весной сахарный диабет, психические заболевания и зимой ревматоидный артрит и так далее. Все, что связано с костями. Ну и сейчас тоже аллергия, кости и так далее. И снижение иммунитета, коронавирус. Светлана Коваленко. Здравствуйте, Андрій Андрійович. Я пройшла першу ступінь, роблю практики, щось діє, щось ні. Хочу спитати, чи може зайнятися мені в цьому році. Маю хобі, квіти роблю з вам. Делайте цветы, продавайте цветы, будет очень хорошо получаться. Господин Дуйко, ох, красиво. Татьяна Власова. Хотелось бы услышать ваши рекомендации, как пройти через материальные потери. Мы с мужем живем 30 лет, взяли и взлеты, и падения, прошли вместе испытания, связанные с онкологией, потери близких, иммиграцию, становление с другой стороны, измена. Но мы смогли перевернуть эти странички и идти дальше. Когда жизнь оказалась стабильной, мы влезли в бизнес, который плохо пошел в стране, где мы живем. Мы потеряли... Продали дом, чтобы отдать долги, ушли в аренду, у мужа случился инфаркт, через неделю я сломала ногу, казалось бы, все хватит, но не тут-то было. Через 2 года после того, когда он меня обвиняет во всем, я сломала ему всю жизнь, стал постоянно пить. Я вижу, что наша совместная жизнь уже почти развалилась, и не понимаю, что нужно цепляться за что-то, возможно, как-то изменить, он не мешает перешагнуть, идти дальше. Первое, что нужно сделать, перестать критиковать и перестать жаловаться. Второе, к чему нужно прийти, жаловаться не поможет, и критика тоже не поможет. Смотрите, я часто это говорю. Радуются люди успешные, страдают неуспешные. Что нужно сделать, чтобы изменить судьбу? Радуйтесь малому. Вы должны знать, в сердце, в груди у нас находится магнит. Чем больше у вас будет радости в середине своего сердца, не надо ее выплескивать, храните ее для себя. Чем больше, если вы ее найдете в себе, это тепло и радость, то тогда это тепло и радость автоматически принесут в вашу жизнь радость, финансовое благополучие и крепкие семейные отношения. Хотите верьте, хотите нет. Чем больше грусти, обвинений, гадостей, критики и так далее, тем более быстро вы будете дальше падать. Идите правильным путем. Первый путь. Пройдите до 5-й ступени, все обновленные ступени, как можно быстрее. И после этого приезжайте ко мне на морской курс в Черногорию. Я вам помогу выпутаться из вот этой ямы.
Лилия Федорова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня удалена матка, яичники. Врачи мне не приписали пить гормональные, говорят, что они мне не нужны. Но я стала стареть, кожа стала дряблой, свисает кожа на подбородке и шее. Скажите, что мне, какие-нибудь препараты? Задайте мне этот вопрос, пожалуйста, во время проведения вебинара во вторник. Светлана Запрудина Зайцева. Добрый вечер. Одела метасоник, жуткая депрессия, головокружение, физически колбасит, крепатура, ужасная нагрузки, напряжение, днем сняла. Это нормально? Носите. Так должно быть. Вы обретаете способности. Носите. Это очень мощная энергетическая вещь. Вы потом не захотите снимать. Как обрести силу? Сила возникает, создав у человека состояние слабости. Вы же приобретаете силу. Вот смотрите, я не могу идти через какое-то место. Читали Кастанеду? Есть такой момент, когда Кастанеда говорит Хуану Карлосу, говорит, вы должны сейчас найти место, где вы обретете силу. Он говорит, а как же мне найти это место? Я не знаю. После этого Карлос начал бегать, Хуан вернее начал. Я все попутал. Главный герой начал бегать и искать это место силы, и в каком-то месте он совершенно устал и лег. И в этом месте он нашел место силы. Потом ему говорит его учитель Дон Хуан, говорит, правильно ты нашел именно то место, где ты обрел свою силу. Так вот, где находится такое место силы? Место силы, где физическое тело чувствует наибольшее состояние дискомфорта и слабости. Если человек в месте силы начинает спать, отдыхать или сидеть или медитировать, то он обретает эту внутреннюю силу. Сила обретается, потому что эта же сила, она такая сильная, что она аж вас борет. Как можно обрести силу, побороть другого человека психически, если вы не почувствуете, как поборет это вас? Поэтому, одев вот такой метасоник, вы должны почувствовать вот эту силу. С этой силой выспитесь, не снимайте и сделайте так, чтобы эту силу обрести. Примите ее для себя. И в дальнейшем эта сила будет сопутствующей вашей жизни мощнейшей энергетической системой. Ну все, у нас 18:44. С вами был Андрей Андреевич Дуйко. Если вам понравился данный вебинар, то обязательно оставьте свои комментарии под вебинаром и обязательно поставьте лайк и подпишитесь на, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Проходите первую ступень школы Кайлас. Хотел бы вам посоветовать все-таки, если это возможно, становитесь более милосердными к близким. Считайте для себя главной медитацией это нахождение пути внутренней доброты. Старайтесь быть добрыми по отношению к себе, по отношению к тем людям, которые рядом с вами находятся. Будьте людьми добрыми, милосердными. Не используйте тех людей, которых любите. Старайтесь создавать условия и желание помощи близким, не вспоминая им то, что вы делали для них и то, что вы не получили. Старайтесь жить для кого-то, старайтесь находить идеи служения миру, старайтесь жить и накапливать в середине своей груди состояние внутренней любви, которое дает вам или которое подарено Богом по отношению к вам. Находите любовь в середине своей груди в себе, проявляйте эту любовь в виде заботы в окружающих людях и делайте так, чтобы ваша жизнь изменялась вместе со школой Кайлас. Проходите обязательно первую и пятую обновленные ступени школы Кайлас.